Если заклинил суппорт на направляющих суппортов, можно решить эту проблему, посмотрев это видео. Так выглядит направляющая тормозного суппорта BMW X5 E53 кузов. Так выглядит направляющая втулка. Устанавливать будем ремонтный комплект по производителю Quick Brake. В комплекте две резинки направляющих суппортов, две пластиковые заглушки направляющих суппортов, смазка монтажная. Установочный комплект предназначен для монтажа на одну сторону. Я приобрел сразу два ремкомплекта на две стороны, для того чтобы обслужить два суппорта задних. Подклинивание возможно как на направляющих суппортов, так и на поршне тормозного суппорта. Приступим к замене направляющих суппорта. Для этого нам нужно поднять машину на домкрате. Далее нам понадобится головка на 19, секретка и ключ. И откручиваем колесо. И снимаем колесо. Далее снимаем датчик тормозных колодок. Нажимаем на фиксатор металлический. И достаем датчик. Далее снимаем пластиковые заглушки направляющих суппортов. Одна крышка и нижняя крышка направляющей суппорта. Поддеваем отверткой и снимаем. Далее нам понадобится шестигранная насадка размер 7. И откручиваем верхнюю направляющую. Снимаем ключ и далее от руки. И снимаем верхнюю направляющую. Далее откручиваем нижнюю направляющую, устанавливаем насадку в направляющую и откручиваем. И снимаем направляющую нижнюю. Снимаем стопорную скобу. Расклиниваем суппорт. Сводим чуть-чуть колодки. И снимаем суппорт. Снимаем тормозные колодки. И вторая. Проходим суппорт металлической щеткой, очищаем его. В этом месте аккуратно, здесь пыльник.
Далее снимаем резинки направляющих суппортов. Первым делом нужно запустить сюда отвертку маленькую. Чем меньше, тем лучше. Вот так на сквозняк запускаем. Далее нам нужна отвертка побольше. И складываем пыльник. Далее поддерживаем второй рукой. Убираем отвертку большую. Заводим ее с обратной стороны. И поддеваем наш пыльник. Берем за резинку и подтягиваем ее. Сняли. Так выглядит старая резинка. Сейчас сравним с новой. Вот новая резинка, это старая. Так же само устанавливаем мелкую отвертку под резинку. Вот так. Далее нажимаем по центру. Удерживаем второй рукой. Заправляем с обратной стороны отвертку побольше. Поджимаем. И удаляем старую резинку с суппорта. Резинка уже очень дубовая, пересохшая и раздатая. Далее очистим внутреннюю часть суппорта и посадочные места резинок направляющих при помощи очистителя для суппортов и тормозной системы. Пройдемся щеточкой. Далее мы будем утапливать цилиндр тормозного суппорта. Для этого нам нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости. Откручиваем крышку. Поднимаем ее вверх. Этого будет достаточно. И сведем тормозной цилиндр. И сейчас сделаем несколько качков. Посмотрим, как он у нас работает. Так, у меня получилось сделать 3-4 качка. Поршень вышел. Сейчас мы его обратно утопим. Достаточно. Теперь ослабляем. И можем снимать наше приспособление. Есть. Далее щеткой по металлу очищаем посадочные места колодок. Далее приступаем к установке новых резинок по квикбрейку. В комплекте есть смазка. И устанавливаем. Так, втулка на месте. Приступаем ко второй. Наносим смазку и устанавливаем в посадочное место. Так.
Так, резинка на месте. Удаляем остатки смазки и проверяем втулку, насколько она хорошо заходит. Отлично. Идеально. Еще раз. Тоже идеально. Далее устанавливаем тормозные колодки. Заводим первую тормозную колодку и фиксируем ее в тормозном цилиндре. И вторую тормозную колодку также можем завести и установить в посадочные места на суппорте. Устанавливаем суппорт тормозной на место. Аккуратно его заводим. Устанавливаем тормозные колодки. Так, устанавливаем новые направляющие от Quick Brake. Верхняя направляющая и нижняя направляющая. Так, на месте. Далее нам понадобится звездочка на 40. Наносить смазку на направляющие мы не наносим. Как и говорит нам ТИС, этого делать не стоит. Так. И закручиваем верхнюю направляющую. Поджимаем верхнюю направляющую. И зажимаем нижнюю направляющую. И поджимаем.